привет! Вы на канале Саша Мамаша. И сегодня я расскажу и покажу вам, как быстро и просто сделать галстук-бабочку из обычной атласной ленты. Если вам это интересно, оставайтесь на канале и смотрите видео дальше. И перед тем, как делать галстук-бабочку, я хочу вам показать, какие бабочки у меня уже есть. Вот эти две бабочки покупные. Вот эта бабочка, она уже много повидала на своем пути, ее уже носили мягкие игрушки и коты. Мы ее уже не носим, но она еще живет в игрушках. Вот, вы видите, она сделана из хлопчатобумажной ткани, и здесь посередине у нее трикотажная такая перемычка. Резиночка сплошная, вот такая резинка. Эта галстук-бабочка получше. У нее вот здесь тоже ткань хлопчатобумажная, здесь у нее атласная ленточка, перемычка. Резинка тоже такая же, но потолще. И здесь у этой бабочки есть вот такой вот незамысловатый замочек. Наличие замочка, как для меня, это вопрос спорный. На мой взгляд, он не нужен, но если есть желание, вы видите, вот я показываю его, сделать очень-очень просто. Здесь даже ничего не шилось, просто все на клею. Вот, то есть с одной стороны просто петелька, а со второй стороны вот такая вот деталька, которую можно купить в любом фурнитурном магазине, как для бретелек бюстгальтера. Но так как резиночки очень сильно тянутся, и ребенок сам не будет у себя застегивать на шейке вот этот замочек, на мой взгляд, эти замочки не нужны. А так малыш может сам взять, растянул, одел, поправил себе и будет чувствовать себя взрослым джентльменом. А эти галстуки-бабочки уже готовила я из атласных лент. Вот, я использовала здесь обычные бельевые резинки. Вот такая бабочка и вот такая. Здесь я использовала черную резиночку. Но цвет резинки не играет роли, потому что резиночка полностью прячется под воротничком рубашки. Для чего нужно изготовить, допустим, бабочку? Ну, во-первых, если вы не успели купить. Вторая причина, если вам нужен какой-то нестандартный цвет, там, допустим, для лисенка, для лягушонка, для цыпленка, ну или там, я не знаю, любого другого персонажа, для утренника. Ну или вы просто не хотите покупать бабочку на один раз, потому что понятно, что это такой аксессуар, который один раз оденется на 1 сентября или на какой-то утренник, и дальше будет вот так вот дружно лежать в шкафу. Ну и теперь давайте приступим к изготовлению нашей бабочки. Для изготовления бабочки нам понадобится атласная лента того цвета, который вам необходим. Размер ленты, ширина ленты может быть от 4 до 6 сантиметров. Помимо ленты нам понадобится резинка. Как я уже говорила, можно брать обычную бельевую резинку. Как видите, их на метраж можно в фурнитурном магазине тоже брать разных цветов. Можно брать просто обычную белую, можно взять пошире, вот такую. Но учтите, что самое важное, чтобы резинка хорошо тянулась. Также понадобится иголка с ниткой подходящего цвета, ножницы, зажигалка. И если вы хотите, то вот такой замочек, о котором я уже говорила. Я не буду делать бабочку с замочком, просто вам показываю, что можно делать следующим образом. Я буду использовать сплошное колечко резинки, и бабочка у меня будет вот здесь. Если вы делаете бабочку с замочком, то напротив у вас бабочка будет вот здесь, а замочек будет по свободным концам. С одной стороны делаете петельку, чтобы она свободно заходила в замочек. Со второй стороны фиксируете этот замочек на резинку. Теперь отрезаем заготовку из ленты. Длина заготовки должна быть 35 сантиметров. Дальше обрабатываем края ленты зажигалкой. Теперь смотрите, такой нюанс. Атласная лента, она очень такая блестящая, такая глянцевая с этой стороны. Если вам нужна именно бабочка, вы хотите, чтобы она была именно вот такая, то вы складываете, это у вас будет лицевая сторона. Мне же больше нравится делать галстуки-бабочки с этой стороны, с более матовой, с изнаночной. Она тоже немножко блестит, но не так сильно, как эта сторона. Когда определились, с какой стороны будет у нас лицевая сторона, складываем нашу бабочку. Итак, мы складываем ленту пополам и вот так просто делаем здесь такой залом на сгибе. Вот так просто проводим. Дальше складываем ее еще раз, не совсем пополам уже, а складываем так, чтобы вот эта часть со сгибом была короче вот этих двух срезов примерно на полсантиметра. Вот так. И тоже здесь делаем себе такой же залом, такую метку.
Теперь берем и вот этот краешек подкладываем сюда так, чтобы край был длиннее. Дальше туда от этого сгиба на вот эти наши полсантиметра. Дальше вот этот сгиб мы должны совместить с первым. Надеюсь, что вам видно. Мы накладываем. Дальше оборачиваем еще раз и сюда. И у нас должно получиться вот такое вот двойное колечко из ленты. И вот здесь, в этом месте, в месте сложения, у нас вот так эти края друг на друга заезжают, так скажем. Теперь еще раз вот так поправим, выровняем, чтобы у нас все слои были одинаковые. Складываем. И теперь смотрим с лицевой стороны. Вот у нас место сгиба. И теперь по этому месту мы просто должны наживить иголочкой. Просто несколько стежков прокладываем, чтобы скрепить. Нитка у меня двойная, то есть я беру вот так, фиксирую сразу здесь этот узелочек. И теперь просто несколько стежков по вот этому сгибу своему, аккуратненько. Тут много слоев, конечно. И теперь стягиваем нашу бабочку, делаем несколько оборотов вот так. И здесь фиксируем ниточку. Обрезали нитку, и наша заготовка для бабочки уже готова. Теперь нам нужно сделать для нее перемычку. Для перемычки отрезаем еще кусочек ленты длиной 5 сантиметров. Теперь складываем ленту трое. И теперь вот так все три слоя вместе как следует обжигаем зажигалкой и вот так прижимаем, чтобы они как бы спечатались. Готово. Берем резинку необходимой длины. У меня длина резинки 32 сантиметра, но вы отмеряете нужный вам размер. Отмерять нужно по ребенку именно когда он уже в рубашечке, то есть по воротничку, чтобы резинка ложилась свободно, вообще без натяга, но при этом вы потом берете примерно сантиметр, вот так накладываете и проверяете, хорошо ли проходит головка, все ли получается. И нам осталось только соединить все эти детали вместе. Для начала мы к изнаночной стороне бабочки крепим нашу резинку. Мы можем приклеить просто пистолетом, можем пришить, это уже на ваше усмотрение. Я обычно резинку пришиваю, а уже вот эту перемычку наклеиваю. Поэтому делаем так. Мы должны, вот наложили сюда резинку, сложили так, чтобы она не перекрученная была, накладываем и несколькими стежками туда-сюда соединяем с бабочкой. Двойная у меня нитка, я прокалываю насквозь. Можно использовать наперсток, потому что тут много слоев ленты, и, конечно, оно не так просто, как хотелось бы. И еще пару стежков туда-обратно делаем для надежности. Теперь фиксируем ниточки. Теперь с этой стороны капельку клея приклеиваем один краешек. Дальше аккуратно заворачиваем и фиксируем второй краешек. И теперь можно немножечко сформировать бабочку. Вот так эти складочки внутри. И вот наша бабочка полностью готова. Также можно делать бабочки комбинированные, то есть какие-то двухцветные, тех цветов, которые вам нужно. Все то же самое, только мы берем две ленты. И вот готова наша бабочка. Вот такая она получилась. Она не очень широкая, но зато двухцветная. Просто на широкой ленте эта лента не очень красиво смотрелась. Можно вот так делать, можно так. Можно просто чисто белую перемычку, если вы хотите. Можно взять вообще узенькую ленточку. Напишите в комментариях, как вы считаете, вот лучше сделать было перемычку на такой двухцветной бабочке. Мне интересно. Вот такие получаются бабочки. Своими руками, легко, просто, быстро, любого цвета, любого размера. Итак, надеюсь, мое видео было вам полезным. Если это действительно так, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны, задавайте вопросы в комментариях. А на сегодня все. С вами была Саша Мамаша. Всем пока!